Сегодня мы наконец-то будем пробовать с вами что-то новенькое, потому что, мне кажется, я немножко подзастряла в глине и в вязании, но сегодня у нас в меню сухое валяние. У меня этот набор лежит уже месяц, а идею я придумала месяца 3 назад, наверное. Наконец-то руки сегодня добрались. Я посмотрела несколько туториалов по тому, как это все дело работает вообще, чтобы понять перед тем, как я все это в руки возьму. И я нашла несколько изделий, которые мне хотелось бы, было бы интересно сделать. Вариантов всего 4, но из них ярко выделяется вот эта собака с клубничкой. Мне кажется, она очень-очень мило выглядит, и очень круто будет, если у меня прям точно так же получится, в чем я, конечно, немножечко сомневаюсь, но очень надеюсь. Так, набор. Я купила его на Амазоне, я ссылку оставлю в описании, если кому-то она пригодится. Значит, что у нас здесь в наборе идет? Я его сама еще, если честно, не открывала, ну как, открыла, чтобы проверить, что все пришло, но не разбирала, что здесь есть. Здесь есть инструкция на китайском, нет, все на английском есть. У меня здесь есть вот такие вот формочки, наверное, их кладешь на шерсть и вот так вот набиваешь как-то или что? Дальше это... это, наверное, чтобы класть и чтобы иголка не билась об стол или об что, на чем ты там будешь делать. Класс, очень здорово. Так, ну потом здесь вот такая вот куча шерсти разных цветов. Блин, знаете что? Мне, наверное, недостаточно этого. Ну, в плане, здесь очень много шерсти разных цветов, но лучше было бы, чтобы было больше шерсти, но тех цветов, которые мне нужны. Ладно, походу будем разбираться. У меня бисера в прошлый раз там тоже не хватило, как-то из этого... А зачем я выкладываю это? В той ситуации как-то выпутались, выпутаемся и из этой. Будет у меня разноцветный пес. Смотрите, капец сколько. О! Ну и вот тут, значит, такая вот коробочка с инструментами. В инструментах у нас что? Вау, очень много глазок. Глазки, мне казалось, их тоже из шерсти валяют, ну ладно. Это, наверное, иголка, но она почему-то без лезвия. Тут лезвие... Ой, лезвие. Лезвие это называется? Острая часть ее. Она как будто вставлена, наверное... наверное, с другой стороны вставлена. Короче. Еще одни ножницы в комплект. У меня уже... Это, получается, будут 3-й или 4-й. Я постоянно покупаю наборы, и в наборах всегда... и пинцет, естественно. У меня их уже целая коллекция. Дальше здесь 10 миллилитров иголок. Зачем столько много? Что-то... Это похоже на вот эти вот браслетики, которые в темноте светятся. Понятия вообще не имею, зачем это может быть здесь. Еще одни плоскогубцы. Класс. Класс, напалечник. Я очень хотела, потому что я посмотрела один урок, типа, что вам нужно знать перед тем, как вы начнете, и в нем постоянно напоминалось о том, что все себе пальцы протыкивают постоянно. Я пирсинг пальцевой пока не хочу, поэтому мне хотелось бы иметь защиту. Здесь она как будто как кожаная, не знаю. О, господи, как страшно. Это как инструменты какие-то средневековья. Вау, здесь есть еще эти ремешочки, чтобы делать это как брелок. Стоп, класс. Такая игла. Еще глаза или что это? Еще один палечник. Ну да, ну конечно, ты же вот так будешь держать, да, точно, класс. Боже, супер, какой бы классный набор. Реально все, что тебе нужно, тут есть. Еще вот эти 2 штуки, то есть у меня всего 4. Надо разобраться, зачем это мне нужно вообще. Опять это кольцо. У меня в прошлый раз где оно было? В наборе с бисером. Зачем оно надо? Наверное, надо инструкцию все-таки открыть, чтобы понять. Чистильщики для труб. Трубы горят, надо прочистить трубы. Тут разноцветные они нарисованы. У меня нет такого. Либо это имеется в виду вот эти вот прозрачные. Говорят, что их можно сгибать, сворачивать и как хочешь, короче, в разные формы и фигуры. Зачем? Слушайте, тут большей части из того, что в инструкции как бы в составе нарисовано, у меня этого нет. Ну да, точно, думаю, блин, где я это видела? Это для для клея пистолета. А чё пистолет не положили? Мне куда эти палки засунуть? Объяснено про вот это вот кольцо. Сделано из металла и может носиться на руке для того, чтобы помочь согнуть кольцо. Какое кольцо мы сгинаем? Слушайте, я, если честно, думала, здесь будет одна иголка, и на этом мы закончим. Жесткая штуковина, капец. Это для того, чтобы быстрее, скатывать вот это, сваливать эту шерсть, потому что, когда ты тыкаешь только одной тоненькой штучкой, иголочкой вот этой вот, то это занимает гораздо больше времени, а вот так можно тыкать сразу 3, 6, 7, 8 штук здесь. Капец, оно острое, страшно. Давайте уже начинать. Значит, я беру свою вот эту вот подставочку. И какой нам цвет сначала нужен? Сначала мы делаем голову. Голова у нас такого цвета персикового. Наверное, как вот этот.
пахнет как игрушки в детском саду. Ну вот это вся башка и будет. Значит, мы сворачиваем это вот так вот. Блин, я забыла напалечники надеть. Боже, аж стошнит. И теперь мы это дело долго тыкаем иголкой. Боже, блин, у меня аж руки задрожали, я себе в палец сразу же после 5-го раза примерно вонзила. Спасибо напалечникам, потому что у меня бы руки сколоты были бы. Я хотела сказать, что, боже мой, сколько же это времени занимает. Это 2-й раз в палец уже. Можно ли скатать форму, которая тебе не нужна случайно? Например, если я сейчас круг катаю, получится ли у меня прямоугольник, если я его просто так держу пока что? Так, ладно, пора тяжелую артиллерию брать. О, мощно. Блин, я сначала думала, ну каким надо быть неаккуратным, чтобы постоянно себе в палец колоть, тут же ты держишь просто шарик и ты бьешь по центру. Я теперь, во-первых, поняла, я была не права. Во-вторых, я теперь боюсь другие пальцы подсовывать, потому что я себе их исколю, это 100%. Боже, как долго. Хорошо, что я набор купила, потому что если бы я не покупала набор, а покупала бы все это... У меня квадратная голова начинает складываться. Если бы я не покупала набор, а покупала бы все это дело отдельно, то я бы точно экономила и решила бы там не брать напалечники, не брать какую-то подставку, все прочее. Я бы сейчас так страдала, боже мой. Ну, я уже после 5-го укола в руку я бы бросила это дело уже, конечно же. Сейчас я вас поближе подставлю, чтобы вы посмотрели. У меня сейчас, я пока в потоке, понимаете? Я пока настроена скатать этот шар, и мне нет времени отвлекаться и переставлять камеру. Жопа какая-то получается собачья, а не голова. Вот эта полосочка тут посередине прям получилась. Если кто знает Гудетаму, вот это точно его задница. Плосковатая для Гудетамы, ну ладно. Продолжаем наяривать наш шарик. Я не знаю, насколько нужно плотный шарик иметь. Что-то мне подсказывает, что очень плотный. Например, вот здесь у меня очень мягко. Сейчас мы тут задолбим это. Чё у меня... Это кто? Это не шар. Слушайте, мне кажется, вот так вот сделать быстрее. Не получилось магии. Ладно, давайте попробуем потыкать вот так вот. Интересно, есть ли машины, которые валяют игрушки? Скорее всего, есть. Как это выровнять? Это уже все? Это потеряно? Или надо просто продолжать? Чё оно? Квадратное. Я не делаю Майнкрафт. Ладно, у него сверху все равно будет это шапочка. Так что, в принципе, то, что у него башка квадратная, это еще... У кого квадратная башка? Нет, это квадратные штаны у Сквонч Боба. Ну да, я поняла, как это исправить. Это надо больше шерсти дать. Но у меня надо выбрать, короче, более презентабельную часть и продолжать. Так, теперь мы берем красную для нашей клубничной шапочки. Блин, я сейчас думаю о том, кто это придумал. Ну, то есть... Если бы у меня было 2 куска шерсти разноцветных, которые я захотела бы друг с другом соединить. Иголка — это последнее, о чем бы я подумала для того, чтобы это дело вот так вот соединять. Я бы склеила их... в палец. Я бы склеила их клеем, скотчем. Ну, вряд ли, конечно, тогда, когда это придумали, был скотч. Я бы плюнула быстрее на это, в плане слюной бы попыталась склеить это быстрее, чем я подумала бы это иголками тыкать. Ой, слушайте, какая куколка получается. Так, причешемся. Слушайте, в принципе, это быстрее, чем я думала. Возможно, это быстрее, потому что я не доделываю работу. В плане, это, наверное, надо гораздо дольше тыкать, чем тыкаю это я. Ну, слушайте, а кто это решал? Где написано? В каких правилах? В какой конституции это написано, что нужно тыкать вот именно столько? Если выглядит... Блин, больно даже через эту штуку, боже мой. Если выглядит нормально, то я считаю, это уже хорошо. Так, ну, вроде бы нормально. Теперь это похоже на маленький телевизор. Так, теперь нам нужен белый цвет для мордашки. Начинается более щепетильная работа, где надо прямо именно красиво форму сделать, не просто тыкать. Блин, а как это... Слушайте, если я сделаю ошибку, если у меня сейчас получится не собака, а дед, то мне как это изменить? Это можно как-то шерсть из шерсти вытянуть?
Теперь надо сделать так, чтобы были выемки. Теперь мы делаем просто дырочки для глаз. Вот оно что. Надо не так. Надо сначала сделать углубление. Так, мы сделали углубление, а теперь вот этой вот иголкой мы пронзаем это дело насквозь. Оба. Теперь нам нужен глаз. Так, что-то из этого точно глаз, что-то из этого точно нос. Здесь нарисовано. Ха-ха, вот это вот носики, прикол, смотрите, какие треугольные, милые. Так, и совываем. Теперь то же самое для носика. В видео делают его из шерсти, но у меня есть полноценный нос, поэтому почему бы его не использовать? Так, это шуруп, его надо вкрутить. Блин, он не влезает. Блин, мне кажется, я сейчас все разломаю, чтобы этот нос всунуть. Но он такой прикольный, он такой треугольный, мне так он нравится. Фух, еле всунула, капец. Возвращаемся в напалечники, у меня уже пальцы там вспотели. Так, теперь нужно это вокруг немножко доработать. О, боже, как бесит. Эти напалечники не сгибаются, точнее, пальцы в них не сгибаются. Эта штука по ковру, по столу елозится. Теперь нам нужен черный цвет для того, чтобы сделать рот. Как у них получилась такая тоненькая полосочка? Вот пока сложнее всего делать, потому что очень тонко надо сделать, и не очень понятно, как сделать это так тонко. Конечно, один выше, другой ниже будет, естественно. Ну и вот вопрос, как это исправить? Я удивлена тем, как я смогла сделать эти два круга, если честно. Я думала, придется над ними попотеть сильнее. Они, конечно, не идеально получились вообще, но пока что самое сложное было это вот эта полосочка для рта. Так, теперь брови. Капец, проткнула. Слава богу, не в палец, но проткнула полностью насквозь эту штуку. Теперь мы делаем верхушечку клубнички, зеленую веточку. Вот такой вот цвет я взяла. Я еще и не по центру это набила. Ну, серьезно, что вы за люди? Вы будете смеяться над маленькой собачкой, которая первый раз шапочку надела. Ну, кривенько сидит, ну и что? Теперь нам нужен огромный просто шмат для того, чтобы сделать ей тело. Цвета у меня точно такого же уже нет. Более того, мне даже не подойдет один вот этот пакетик. У меня есть примерно похожий цвет на прошлый, но мне придется смешать, наверное, несколько цветов.
о, я же могу скатать тело из любого вообще другого цвета и потом сверху покрыть вот этим цветом, который мне нужно, соответственно, я использую его гораздо меньше. Ну, такой темно-фиолетовый. Боже, надо будет потом еще сделать лапки и ручки. Это так, вот такие маленькие штучки, и это так неудобно делать с напалечниками, просто капец. Ну ладно. Так, скатаем бочонок из фиолетового сначала. Фу, как же у меня пальцы уже устали, и они замерзли там каким-то образом и вспотели. И, о боже, как приятно это снять. Но в то же время приятно не проштыкнуть себе руки 20 раз, поэтому сейчас мы назад туда вернемся. Ну, примерно так. Сейчас мы когда обкатаем его еще другим цветом. О, боже мой, о, господи боже. Ну все, вот оно, пронзило напаречник к чертям собачьим, пронзило мне палец. Так, теперь мы делаем лапки. Фу, знаете что? У меня уже руки отваливаются. Я не знаю, сколько я уже часов сижу. Часа 1,5 точно. Наверное-ка я завтра закончу, потому что у меня вот эти пальцы сейчас уже точно отвалятся, и рука уже устала. Было бы прикольно использовать вот эти формочки, потому что это, наверное, очень прикольно получается. Может, здесь клубничка есть, кстати? Надо открыть, посмотреть. Надо. Я сейчас открою. Так, здесь звездочки, сердечки, облачка и какашки. Ну, точно рыбы, рыбы, бабочки, алфавит и всякие капельки, кружочки. Елочка, грибочки, вишенки, листочки. Но это не клубничка. Может сделать сумочку в виде грибочка? Так, здесь у нас листочки, цветочки, олени, собаки, лошади и кексы, лапки, конфетки, косточки, бантики. К сожалению, клубнички нет. Ну ладно, я это на следующий раз оставлю. Классно, очень много. Итак, прошло недели 2, наверное, после того, как я сказала, что вернусь завтра к этому. Так, теперь самое сложное. Это маленькие вот эти ножки-ручки. Я очень не хотела их делать. Возможно, я поэтому откладывала это 2 недели. Потому что это очень маленькая вещь, которую я не могу нормально взять вот так, потому что я перекрываю вот так вот пальцами, и я не понимаю, куда мне там бить. Так, наверное, не получится. Итак, наш финальный результат. Вот так вот он выглядит. Я смотрю, мне очень нравится вот эта вот сумочка, то, как, в принципе, это все выглядит, но в то же время у него тело очень длинное, это напоминает мне мем с длинным котом, оно должно было быть вообще не такое. Сейчас при свету видно, что это разная шерсть, что здесь она на лице темнее, но тем не менее, по-моему, получилось очень мило, особенно для первого раза. Я вот, как видите, прицепила вот такую вот штучку, чтобы это было как брелок, но сейчас у меня, я не знаю, у меня в голове вертится мысль, чтобы оторвать весь низ и, во-первых, либо попробовать сделать его меньше, для того, чтобы он все-таки был был таким, как он должен был быть, либо же просто оторвать вот это все тело и оставить просто голову, потому что когда я первый раз делала голову, и она вот так вот тут была, она выглядела потрясающе, и она, в принципе, самодостаточный такой брелок. Но в то же время я уже сделала вот это вот все,
и как-то, не знаю. В общем, давайте так, пишите в комментариях, что вы думаете. Переделать тело, убрать тело или оставить все как есть, и, может быть, попробовать в следующий раз с другой фигуркой, чтобы лучше получилось, если получится. И я, может быть, что-то с этим сделаю. Но вообще, в целом, как занятие, очень прикольное. Я думала, если честно, мне меньше понравится. Забавно, если бы еще не было опасно для пальцев. Так что, если вы вдруг задумаете этим заниматься, обязательно найдите себе какие-то напальничники, если вдруг у вас в наборе они не продаются. Все, результатом я довольна. Очень милая штучка, очень прикольно. В следующий раз буду точно шерсть сильнее забивать, потому что я все-таки как-то часто ленилась, и из-за этого она у меня такая мягче, чем она должна быть, мне кажется. В общем, да, спасибо большое, что посмотрели, надеюсь, было интересно. Спасибо большое моим патронам, и увидимся с вами в следующем видео. Пока!